Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 28-й выпуск «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Сегодня в планах сделать 2 квеста в лесу, и если получится, то, возможно, отправлюсь на берег. Там тоже есть чем заняться. Сакамагири, Скам, Пиксель, Can't Touch the Skill, Влад, Владимир, Никита, Эш, Сеня, Александр, Антон, Юлисес, Вики, Злобный Батя, Якут, Антон, снова, Сепаратист. Огромное спасибо за нескромные бонусы. Вы сдурели, столько денег накидали. Спасибо большое. И это не все. В течение месяца меня поддержали зрители, которым также отдельное уважение в прохождении тьюториалов. Мы собрали 90 штук, и поэтому я разыгрываю обещанные 3 доступа или апгрейда версии Таркова. Для принятия участия в розыгрыше напишите в комментариях, что интересует: копия игры или апгрейд, и ссылку на ваш ВК или Дискорд. Оставляйте личку открытой обязательно, чтобы мог связаться. В течение 1-2 дней я свяжусь с победителями и опубликую результаты уже в ближайшем выпуске. А речь идет о бесплатной игре для ПК и мобильных Raid Shadow Legends. Более 500 чемпионов с уникальными навыками, сотни артефактов для экипировки. Собрал бойцов и вперед покорять просторы ПВЕ, сюжетку, подземелье или ПВП-арену. Недавно открыл чемпиона ящеролюда из класса эпических, Джизоха. Имеет ауру увеличения атаки и крутой навык защиты с контратакой. Неплохой рейтинг и отзывы от других игроков, а внешним видом внушает страх. При виде него кони срывались с привязи. Этот чемпион себя в обиду не даст, сдачу дает, будь здоров. Здорово, что любого нового персонажа можно прокачать практически с начала игры. Например, в режиме кампании спокойно в одиночку отправляться и не париться. Курс молодого бойца примерно. Рейд только что исполнилось 2 года, и игра очевидно прогрессирует. На подходе новая партия эпических и легендарных чемпионов с бомбезной рисовкой, а также варится обнова для роковой башни с небесным грифоном и древним драконом. Железно подвезут новые награды и новое снаряжение, которое можно будет выиграть для своих чемпионов. Нельзя просто так взять и пропустить это все. Каждый ваш переход по моим ссылкам — крайне значимая поддержка канала. Не забудьте пройти тьюториал, это обучающий этап в игре, который займет не более 5 минут. К сожалению, апрель — последняя возможность розыгрыша, и поэтому ставки высоки. Если мы соберем 416 пройденных тьюториалов, то я разыграю 5 апгрейдов Таркова или 5 стандартных изданий, плюс 5 белых кружек USEC, BER или Terra Group из магазина мерча. Прогресс прохождения тьюториалов буду обновлять в описании под видео. Не откладывай на потом, переходи в описание под видео или сканируй QR-код. Качай рейд только по моим ссылкам, и в качестве нового игрока получи 3 древних осколка, 50 рубинов, 100 тысяч серебра, а также крутого чемпиона Йотуна в качестве бонуса. Бонус будет доступен только следующие 30 дней. Удачи нам в рейде! Ящик диких готов, большой перерыв был между выпусками, и поэтому накопилось тут всяких делов. Готовы, сварились 2 платы, я что-то еще варил. Даже не помню, что там варил, папку, скорее всего. Да, точно, папку с разведданными. Дешевле ее сварить самому, чем покупать. Поэтому еще одну, наверное, сейчас закажу. Пусть готовится. Ну и радуют еще биткоины. Еще 2 сварилось, нормально. Подкину дровишек в генератор. Переставим сюда. Еще куплю канистру. Вот так, и пусть варится незаметно. Не забыть, надо забрать обязательно страховку, чтобы она не просто вылетела у меня куда-то в трубу. Вот тут даже Ксюха вернулась. Поехали. Сегодня в планах Каратель, часть 4. Это 10 диких в лесу из оружия 12 калибра. И квест прикормка. Мне нужно заложить еще 3 золотые цепочки времянки в средней, в лесопилке. Такое горячая точка, но зато я закрою большой квест. Новое какое-то оружие брать не стал. Лес. Можно с утра пораньше, в принципе, даже пойти, я думаю. Есть в схроне барахло, оружие там и все такое, поэтому что-то новое покупать не вижу смысла, если честно. Пойду с тем, что уже имеется. Желательно, конечно, в первую очередь от золотых цепочек избавиться, чтобы не таскать их с собой. Ну, посмотрим, как там по спавну будет. Сейчас разберемся по ходу дела. Основной акцент хочу сделать на... Ау, у меня в ЗБ-14 надо будет педалить. Какая красота, смотри, какое небо-то рыжее. Ох, люблю я эти переходы времен суток. Кунды тогда. Ну, раз я не самый близкий спаун к лесопилке, тогда пойдем к ЗБ, помацаем ботов.
Ой, здесь, смотри, еще можно сфотаться. Чах. Чах. Вот что я люблю в Таркове. Есть. О. Вот это мне нравится в Таркове. А не вот это вот бам-бам и все вот эти вот вещи. Мне атмосфера интересна. Оба-на. 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 Не, ну это, 100 тысяч с хрона. С тайника, точнее, цепанул. Здесь недалеко ЗБ, бункер 16. Ключ там не нужен никакой. Мне, в принципе, сам бункер-то не интересен. Мне интересно посмотреть, будут ли там боты. А, слышу стрельбу, но это далеко, это далеко, это за сопкой. Там тоже спаун. Ну, тоже неплохой знак, скажем так. Значит, ЧВК, которые появились, часть из них, пошли через коттеджи. Ну, тогда, раз уж тут никого нет, пойдем на гряду. Уж где, а на гряде-то точно есть боты. Если их там нет, то на скале снайпер должен сидеть. Хотя бы частично надо делать квест, чтобы не просто так пробежка какая-то была. Оба-на. Так, а это Светлоозерские шлепают. С СВД. И если они на той стороне шлепают... А, нет, смотри, я уже тут прям вообще... Вот он, смотри. Бам. Есть. Нормально, нормально. АП-20 что творит-то? Ну, что сказать, в лесу, на средних дистанциях. АП-20 хорош. Это тебе не по коридорам узким ходить, да? С длиннючим дробовиком. Ох, блин, там войнушка нормальная такая. Раз они с той стороны подошли, ЧВК, можно, знаешь, как сделать? Можно попробовать спуститься здесь незаметно к бревнам. И если меня никто не шуганет, то в ужасе можно спуститься к времянкам этим. 1, 2, 3, которые называют. А где боты? Опа. Блин, напугал он наверху там. Когда дотянусь отсюда. О, подошел. Красавец. Отлично. Вот, уже двое есть. Осталось 8. Для снайпера сейчас не очень благоприятное время. Такая дымка, как туман небольшой, что ли. Хотя и так будет видно все, если в оптику будут глядеть, да? Ну, сейчас мы разведку боем проведем. Посмотрим, можно ли заложить цепочки или нет. А, нет. Светлоозерские. Не, они, значит, наверху здесь. Значит, не вариант. Надо будет либо с той стороны заходить, либо пойду-ка я лучше, знаете, куда? Пойду к бункеру, где вышка сотовой связи. Там точно будут боты. Пойду пока ботов постреляю, пока здесь возня идет. Черт, тут ногу сломит с этими прудами.
примерно понимаю, где я нахожусь. А, ну все, да, я понял, где я нахожусь. Не совсем по прямой пошел, немножко крюка дал. Но это ничего. Здесь возле пункта питания там тоже есть возможность ботов подстрелить. Так что как раз в аккурат зайдем. Не в лоб, а с фланга. На той стороне могут быть еще. Ну, вроде тихо. Вот там пункт питания передо мной. Какие-то вспышки стали. Я что-то раньше такого не замечал. И настройки не менял никакие. Будем надеяться, что пока я здесь быстренько разберусь. Ну, торопиться не буду. Быстро потихоньку разберусь. Как раз там Светлоозерскими. Понятно, все будет. Это что такое, шаги? Да, там кто-то есть по дереву. На всякий пожарный примет. Оба. Это Сашка, да? Это Сашка. Но не матерится никто. Это значит не дикий. Это, скорее всего, ЧВК. А мне они нафиг не нужны, эти ЧВК сейчас. А то, что он ходит округу выкашивает. Мне это не нравится. Он мне сейчас всю малину тут. Ура. Попал все-таки. Да, несколько дней не поиграл, все. Это челобот, по-моему, даже был, прикинь. Да, это Саша. Опа, еще кто-то здесь. Кореш твой? Или на шумок уже подъехали? Ау. Блин, я офигею, это что, уже челоботы подъехали? Так я же только от спавна туда-сюда добежал. Неужели они так рано спавнятся? Что, правда, что ли? Еще кто-то идет. Да вы серьезно? Еще на шумок подскочил кто-то. Нормально. Не совсем понял он, походу, откуда я иду. Услышал меня, но думал, что я здесь за этими, за контейнерами. Да, только... Еще кто-то справа. Сейчас я быстро все сделаю.
Не, мне, в принципе, без разницы, челобот это или обычный дикий, но челоботы, они же, зараза, похитрее. Кто здесь еще был? Мне же не послышалось, 100%. На шумок подскочили челоботы. Не видно. Ладно, к бункеру тогда можно. Тут лутать... Хотя нет, есть, вон не все успел. Еще осмотрю. Ну да, ящики открыты, это... Челоботы, что ли? Да фиг его знает, блин, Никита красава. Сделал уже таких ботов, что сложнее и сложнее с каждым обновлением отличить игрока от бота. Не видать. Потом мне в комментариях, наверное, напишут: да вон он же он был. Вон там, вон, как всегда. Это происходит. Да фиг его, вроде нету. Пошел куда-то по своим делам. Так, сколько я двоих там убил в начале рейда, и тут троих, пятерых уже. О, нифига себе, половина квеста-то выполнилась само по себе. Валяется добро. Ящики не лутаны. До сюда еще не добрались. Ух ты. 74-е. Куда мне его? Никуда его. А, это не сахар. Я думал, сахар лежит. Будет чем подкрепиться. Давай, где там? Как, что не открывается? 54 гидрат, 72 энергии. Нормально. Интересно, обычно тут уже боты бы подскочили. Обычные боты, не челоботы, я имею в виду. Сейчас, наверное, в лесу челоботом лазить. Какой кайф. Особенно если мешок есть. Да даже если и нет, можно с бота с какого-нибудь счекрыжить его. Ну вот и хавчик. Приятного аппетита, господа. И питье там было. Опа. Еще водичка. Жратвы гора. Да, нет никого. Так, вот сделаем. Вот, и до конца рейда мне хватит. Ну, лутаться это хорошо и приятно, конечно. Это всегда колым какой-никакой, но мне надо цепочки закладывать. Целых 3 слота у меня в подсумке занятых цепочками этими золотыми. Как тогда сделать? Где он, этот квест? От кого он вообще? Вот это нет.
Да, 5 диких есть. Еще 5. Ну тогда давай. Пойдем на лесопилку, я думаю. Здесь уже вряд ли кого-то я найду. Ждать, искать диких, ходить. Зря я цепочки тогда взял. Надо было либо уже за цепочки идти закладывать, либо ботов гулять искать. Ну, кого-то я тут 100% слышал. Ладно, хрен с ним. Пойдем на лесопилку, тогда попробую заложить цепочки. Раньше здесь бетонный забор был, который был краем карты. Настолько вот увеличили лес. Его, блин, я не знаю, раза в полтора, раза в 2,5, наверное, увеличили. В 2 как минимум. Кто это там? Что это вы? Я тут вам столько времени дал. Уже полрейда прогулял туда-сюда. А вы до сих пор... Что стреляете? Короче, план таков. Я тут пока бежал, созрела у меня одна мысля светлая. Вот за этим камнем можно немножко осмотреться. Вкинуть таблеткой и короткими перебежками, укрываясь вот этими бревнами. Можно попробовать вниз спуститься. Боты стреляют точно, но не берут упреждения, поэтому есть шанс спокойно туда забуриться, а оттуда уже отстреливаться. И заложить цепочки. Так вот, чтоб чуть-чуть буста к силе. Погнали. В спине стрельба, нормально. Опа. А чё ж ты, где же ты был-то, когда тебя не было? Это что это? Опачки, тихо, тихо. Ой, блин, это Светлоозерский, оказывается. Злодей. Всего 5 диких я, получается, убил, и все. Печально. Ладно, идем еще раз. Не знаю, зря я, наверное, там остановился, тормознул. Надо было как бежал, так и бежать вниз к времянкам. Тем более мне нужна средняя. Сейчас, наверное, так и попробую. Посмотрим, что там по спавну. Если спавн будет близкий, то сразу постараюсь в лесопилку туда вниз спуститься и заложить все это добришко. Я хз. Пошли еще раз в лес. 9 утра. Время хорошее. Все это страхуем. Погода мне вообще без разницы, что за погода там будет. Хоть дождь, пусть хлещет. Может быть, даже это к лучшему будет. 5 диких дострелять это не проблема. Самая основная проблема это, оказывается, заложить цепочки. Неприятная там такая открытая местность. Либо Светлоозерские тебя хвост подстрелят, либо ЧВК накажет. О, Яновая СРФ, отлично, хороший спаун. Даже не знаю, мог бы быть лучше. А, да, мог бы быть лучше, но ничего страшного. Скорее всего, я успею одним из первых подскочить с этой стороны. И даже если там кто-то параллельно со мной сейчас будет подбегать туда смотреть вниз лесопилку, то он меня не увидит, потому что я хитрый, я внизу там пробегу. Единственная опасность это будет с левой стороны, если кто-то будет там в оптику смотреть. Рискну первым залететь на лесопилку. Главное, чтоб меня Светлоозерские там, нет, самое, не встретили. А то они любители горячий прием устроить. Сейчас мы инфракрасный фонарь настроим себе. О. Чтобы с бедра, если что, кучность стрельбы была получше. Обычно так, сломя голову, никто не спускается туда вниз. Либо топорист, либо какой-нибудь отчаянный типа меня. Обычно аккуратно ребята все осматривают. Ага, стрельба сзади на ВСРФ у меня. Нормально, нормально. Вовремя я оттуда двиганул. Вот здесь можно
примеда дать. Кинуться бейсболом, если по ногам вдруг шмальнут. Все, выносливость есть. А светлоозерских нет, походу. Смотри, тишина какая. Уже бы начали стрелять, гранаты кидать. Вот так вот. У меня справа там видно. Можно? О, добро, можно спускаться. Нормально. Все, зашибись. План сработал. Осталось заложить по 20 секунд. Да, ну как и в принципе на предыдущих локациях. Нормально, нормально. Сейчас быстренько все заложим. Не знаю, мне показалось или нет, но, по-моему, сзади меня сейчас справа где-то был шорох в кустах. Или это мой какой-то звук там был. Я что ж по кушарам лез? Главное, чтобы мне дали заложить. Если я заложу и сдохну, в принципе, ничего страшного. Локация большая. Я всегда найду 5 ботов. Это не проблема. Все, сейчас. Блин. Потерпи, потерпи, подожди. Кто-то подходит уже. Успел. Пофиг, давай с боем тогда пробиваться. А вот он. Ладно, если там кто-то будет стрелять... Надеюсь, не будет. Все, пожалуй, он меня профукал, если там кто-то был. А может быть, этот самый бот там и лазил. Свалил. О, теперь пошли 5 диких добивать. Туда же, к бункеру пойду. Где жратвы куча и ботов. Богатый этот пункт питания и вышка. Бункер диких он называется, если быть точным. Так, это кто это у меня тут? О, здрасте. А это ЧВК, по-моему. Да, это был ЧВК. Еще один слева, во времянке. Ты тут? Уф. По-моему, убил. Придется мне тогда идти. Я на ВСРФ заспавнился. У меня выход на ЗБ в 14-м. А я ключ, папку, планшет с документами от таможни взял. У меня ключа от ЗБ нет. Ну ладно. На окраину тогда, если что. Сейчас посмотрю тут. Что по добру есть. А, нет, у меня же этот мост можно еще сходить. У меня-то деньги есть.
там хутор старый есть. Тоже ЧВК. За молочком потянулся. Ха! Надыбал. Опа, кто-то справа. Третий приятель. Вон он. Есть. Ты чьих будешь, братела? По-моему, еще один ЧВК. О, нет, дикий. Зашибись. Значит, 4 еще диких осталось. Ну ты вообще в цвет. Он свежезаспавленный, походу. Вообще голяк. ПМ, ШММ. Нормально, нормально. Там справа что-то взрывы какие-то. Мне это не нравится. Пойду-ка я лучше попробую на мосту выйти. Там машинка может ждать меня. Как раз по пути, может быть, кого-то там настреляю. Но если на мосту никого не будет, либо уже уедут на машине, то это ничего страшного. Тут есть затопленный хутор. Там есть новый хутор. Ну как новый? Богатый типа. Коттеджи. Деревня. Там тоже боты будут. Время, благо, есть. Так что успеем. Ух ты. Умка, смотри, какой классный разгруз-то. Вот так сделаем. Вот это заберем. Все. Спасибо. Еще 3 надо. А, я же бота у времянок там убил еще. Ну, 3. Если то, может, здесь они будут. Он же вряд ли один заспавнился. С пистолетом-то. Судя по всему, тут нет никого. А, ну тут лутано. Ящики открыты. И открытый лут никакой не лежит. Да, ящик, вон тот открыт тоже. Пацаны, видать, отсюда и пришли, да, на пункт питания. Ладно, пойдем тогда, знаешь, как сделаем? Сейчас через затопленный хутор. Туда, в сторону моста. Пошвырнусь. 3 диких всего сделать. Блин, нифига, я думал сейчас... Я, если честно, планировал... Здрасте. Думал, показалось, нифига. Бам! Что творит этот патрон? Я, если честно, думал, что я этот квест долго буду делать. Я думал, что этот выпуск точно буду только цепочки закладывать. Дикий? Скорее всего, челобот какой. Ух ты, какой у него большой Мамочки, разгруз. А вот это уже бот. Да? Где ты, гад? Вон он, у хаты. Разок точно попал. Убил, не убил? О, убил. Все, последний остался. Ни хрена себе АП патрон какой здравый. Так, давай я разгрузку у него заберу. Разгрузка большая, пусть она и занимает много места, но она вместительная довольно.
Как бы на себя надеть ее или что? Или свое барахло? Наверное, свое барахло туда внутрь сложить, да? В пояс, а этот пояс потом в Беркут. Капец, разгрузка размером с рюкзак. Единственное, что не очень удобно, это то, что она на ячейки мелкие разбита. Ну, у меня тут такой себе жратва в основном. Нормальные люди патронов, там, магазинов, оружия набирают себе, да, а здесь жратвы, жрать. Ну, мне интересно, что там за... Может, ключ-карта какая у него заспавнится? Вероятность небольшая, но она же есть. А может быть, он там и не один. Может, как раз там крайний бот меня и ждет. Где-нибудь. Если нет, то в коттеджах, ну, точно я там последнего добью. Было бы здорово, если бы еще машина работала. Здравствуйте. О, да, пару раз попал. О, ух ты. А вот это мы у тебя отнимем. Пока 0,6. Неадекватная цена у него сейчас. Планку крепления можно? Нет, в рейде не можно снять, говорит. Ну и ладно. Так, на всякий случай дроби еще. Есть. Ништяк. Это я, получается, все. 2 квеста сделал в лесу. Нормально, блин, за 2 рейда. Все, я думаю, даже если я сейчас погибну по какой-нибудь неаккуратности, неосторожности или случайности, то ничего в этом страшного нет. Я квест уже выполнил. И первый, и второй. Значит, да, значит, можно будет еще и на берег тогда сходить. Нифига. У меня на берегу просто там, я уже давным-давно хочу сходить на берег. Потому что у меня там накопилось... Не то, что накопилось, а у меня остались недоделанными некоторые квесты. И они тормозят прогресс прям конкретно. Из-за того, что они не выполнены, не открываются новые какие-то квесты. И есть ощущение того, что я застрял. Какое-то простое. Вдоль реки и в аккурат. Вот он, мост бетонный. На этом мосту джипа нет. Какого хрена? Уехал кто? Нет. Выход на мосту. Блин. Машина не заспавнила. Или может она не прогрузилась, типа? А я-то думал, сейчас как уеду, ветер в харю, я через мост еду. Нет там машины. Блин, придется тогда путешествие большое. Марш-бросок совершать до окраины. От ЗБ ключей у меня нет. Пошли тогда по тропкам по этим. В сторону окраины. Да, мне не послышалось, слушай. А вон он, гад. Шлепает с мосинки по кому-то. Это снайперская скала примерно, он либо квестку делает, либо просто по фану там. А, убежал, блин, выжил. Ну ладно. Главное, спугнул, и меня теперь в спину не должно пролететь.
Денежка есть, но ключи, как я говорил, я не взял. Сейчас посмотрю, может быть, ЗБ кто-то попутно там просто лутал, чисто по фану и открыл. Если горит сигнальный дым зеленый, я попробую спущусь, а дыма нет. Значит, я никуда спускаться не буду. Значит, дальше вдоль этого забора аккуратненько буду в сторону окраины выходить. Время есть, все нормально, квесты выполнены. Даже в рюкзаке есть что вытащить. На пару-тройку сотен тысяч. Главное добраться теперь. Главное не расслабляться до последнего. Вон, дикие там лазят. А то бывало такое, что уже на выходе сложился в куст, и за считанные секунды прилетала граната ниоткуда. Подсекать могут выходы. Есть такие кемпедристы. О. Давай, радиачку. Ау. Колосинка тебя спасла, негодяй. Колосинка, травинка, блин. Надо же. Расскажи, кому не поверит. Почему вы не убили его? Да там колосин, травинка, брево целюсь, и ветерок и туда, и все. Плохому танцору, говорят, яйца мешают, так что нормально все. Все, вот она машина, значит, я уже на выходе. Если граната не пролетит, нет, да нет, полрейда еще впереди, я не думаю, что тут выход по стебу. Все, я дома. Отличный рейд, я бы сказал. Я хорошо пострелял по ботам, я заложил 3 цепочки, и сейчас закрыть имею возможность пару квестов. Прикормка завершить можно будет квест. Ой, золотые часы он мне сейчас даст. Вот, смотри, я же говорю, тормозят процесс все эти квесты. Теперь у меня открылось еще 3 новых квеста, один пассивный, тут 20 диких, 10 ЧВК. О. Да, возни немало тут. Деза. Я не знаю, как я буду выполнять этот квест, потому что мне нужно взять флешку, взять СВ-98, взять золотые часы и с этим всем добром пойти в трехэтажку и все это заложить. Но это пол проблемы. Основная проблема в том, что мне нельзя убивать диких. Пока оставим так, на десерт, короче, этот квест. Каратель, часть 4, часть квеста выполнена, я думал, уже закрою его. Нет, оказывается, нужно 10 бойцов ЧВК на побережье в Балаклаве разгрузки Дикого еще настрелять. Сразу скажу, разгрузка Дикого не нужна. Не знаю, как это работает, баг или недочет какой-то, но она не нужна. По ленд-лизу нужно достать 3-й контроллер мотора, он находится в санатории, так что мне на берег по Любасу надо идти, надо доделывать это. Забираю ключ от санатории 306 Восточного крыла, это как раз по ленд-лизу. Предмет нужный там лежит в коробке. Путевка в санаторий, часть 4, найти генераторы, это левое и правое крыло, 220 ключ от западки подходит, а восточка всегда открыта. Плюс место в санатории пометить осталось, это крайняя метка, мне нужен будет маяк, и восточное крыло, 321, по-моему, номер, он открыт всегда тоже. Попробуем тоже и это выполнить. Единственное, я забыл отдать часы по квесту, красиво жить не запретишь, все, остались только львы, 2 штуки. 7.21, берег, все страхуем. Будем надеяться, что все получится, пойдет как по маслу. Поехали. Давным-давно уже должны быть закрытыми эти квесты. Я не знаю, почему так получилось, что я их не добил. Ну, что-то начинаешь вот это вот распыляться то туда, то сюда. Ну, плюс еще, честно говоря, разнообразие какого-то стараешься снять, чтобы не было там 5 выпусков подряд на одной локации. Хотя вот так вот оно, терпение и труд все перетрут. Я не про-игрок, я просто любитель, поэтому мне не так просто даются эти квесты, и я могу на один квест потратить 1, 2, 3 дня запросто. Туннель, если у меня выход, то у меня спавн... Ай, блин, как я не люблю вот этот спавн. Мне что, говорю, с болтовкой идти? Санаторий, что ли? Выносливость до 13-го. Вау. Лодка на причале, тоннель. Если у меня выход тоннель, тогда я попробую вдоль карты всей пробежаться. В первую очередь не пойду сразу же в санку. Пойдем по старым тропинкам. Сначала в сторону
чупа-чупса и оттуда будем плясать уже. Будем ориентироваться по звукам, по выстрелам. Если кого-то где-то услышим, попробуем где-то подсечь. Или устроить засаду. Застать врасплох. Что ли? Не можем на реакции вывести, будем стараться вывозить на опыте и хитрости. Слушай, это не так далеко, где-то бомбануло. Где-то между... За этим камнем где-то примерно. Туда ближе к базовой станции. Вышки. А это вы куда пойдете? На Чупа-Чупс? Или в санаторий? Если в санаторий, то я могу их тут подрезать немножко. А если на Чупа-Чупс, я смогу тогда с вышки посмотреть этот чупик. Хотя бы примерно. А могли ли они с ботами? Нет, с ботами вряд ли. Тут спауны близко. Они, скорее всего, где-то рядом заспавнились и что-то не поделили. Вижу, вижу, вижу. Эти, твою мать, стрелок. Что-то в последний момент рука дрогнула. Но у меня есть сканер. О. Ауч. Ксюху к бою, короче. Подожди, подожди. Моя очередь. Ач. Нормально, нормально. Пойдет. Сейчас. Что там у нас? Ох-хо-хо. Я ни разу ему в грудь не попал. Нулевый просто броник. С каким вышел, такой и есть. Зато в бастион попал. Лучше один раз в бастион попасть, чем 2-3 раза в этот бронежилет, да? Вкусный парень, вкусный. Еще и с диваном за спиной. Целый шкаф с собой таскает. Да еще и в одного наверняка на большой лут рассчитывал. Разгрузка у него, смотри, какая огромная. О, я разгрузку, кстати, себе заберу. Ну вот тебе бах-бах. Полный мешок. Нормально. Это можно кикинуть. Магазин у него один, скорее всего, полупустой, там, если не пустой. Так. Сделаем тогда каким макаром? Давай немножечко понаблюдаем. Хотя тут уже вряд ли я кого-то встречу. Скорее всего, уже все стянулись, куда им надо было. А я не вылечился. Ого. И патроны мы заберем. Грудь-то почти выбил, смотри, 2 всего хп осталось из 85. Неплохо, неплохо. Я же дополнительные патроны-то не брал на Ксюху. А особо-то воевать с ней не рассчитывал, но спасла она меня. Спасла, конкретно спасла. Ну все, не гуди. Чего ты начал-то? Так, взрыв был. На ГЭС.
сторону ГЭС тогда идти. Немножечко осмотрюсь в округе. Да, примерно на ГЭС. Вроде бы. О, под шумок третьей стороной вообще классно заходит. Слушай, а может быть мне тогда барахло свое скинуть? Хотя бы, например, Ксюху. У меня что там, 2 автомата почти. Вот так вот сделать. Вот так вот. Вот, и не так тяжело будет таскать это все. Полон магаз. А тут патронов 7. 10 максимум, да? А, почти пуст, говорят. Ну да. Ну и ладно. Нам и так сойдет. Снайпера не видать. А гранаты рвались где? Даже, наверное, это не на ГЭС было. А может и на ГЭС. Может быть, что дальше, туда, ближе к заправке. Сейчас мы тут наблюдательный пункт себе устроим. Чуточку поглядим. Самую малость. Что-то, блин. Такое ощущение, как будто тут кто-то есть. Или показалось? Нормальная тихая обстановочка, как будто нигде ничего не взрывалось. Шумит речка. Поют птички. Ничего не происходит. А в кушарах лазит ЧВК. С автоматом. Ну чё, тогда давай пробовать, раз тут ничего не видно, не слышно. Я думаю, времени достаточно было у шустрых, кто сразу щемится в санаторий. Времени достаточно было, что там долго лутать? Забурюсь в восточку, послушаю, что там да как. Может быть, даже получится открыть кабинет санитара, если его не лутанули. О, баджа. Фига себе, это как громко было. Это парковка. Ой, парковка, конечная автобусная. Ну и хорошо, пусть туда стягивается народ, а я как раз тут. Сейчас ДВЛ-очку скину. И пойду вас... Ну ты куда? Я ж тебя спрятать хотел. Ты чего? О. Ну нафиг мне такие новости. Не пойду я туда. Там кто-то лазит, до сих пор воюет. Пойдем посмотрим, что тут за стрелок такой буянит. Слушай, а можно, знаешь, еще что попробовать сделать? У меня же оптика есть. Я могу сейчас попробовать посмотреть санитара на коттеджах. Как раз там ребята разберутся, кто сильнее, кто слабее. В восточке пойдут там по своим делам. В админку или в западку. Или куда им там надо.
Немножко потяну, погуляю. Потяну немножко время. Выстрел был только с СКС. Возможно, это был бот. А вот кто с ним воевал? А вон и бот. А с чем ты? А вот и СКС у бота. И смотрел он в сторону коттеджа. Возможно, знаете что, это просто в западку пробегали. Может быть, он кого-то там это подкошмарил чисто. Ну и ладно. Вот как меня примерно. Коттеджи удобно смотреть с этой стороны. Рискованно, правда, от ЧВК не застрахован, но на такой дистанции они обычно не достают эти. Нет, закрытый еще коттедж. Это хорошо. Давай понаблюдаем немного. Может, санитара сейчас прихлопнет. Бляха-муха, подожди, не убивай. Мне хана, парни. Нет, живой. Не знаю как, но он не убил меня, не дострелял немного. Ой, блин, что тогда, как тогда? Там разве вообще лазить тогда не вариант? Там кто-то просматривает все это дело. Значит, единственный вариант это идти все-таки в восточку. Живот выбили. Броня это. Лечимся. ДВЛ здесь оставлю. Петушка возьму на второй слот. И все. Получается, все, с чем я вышел, практически я все уже разменял. Все вытряхнул. И совсем трофейным. Взрыв был где-то сюда ближе. Но, видать, здесь уже все. Парни отгулялись, отстрелялись. Можно попробовать спокойно зайти. И попялиться, чё почем. Опа! Твою мать. Ему тоже там херово. Да опять нет живота этот. Ой. Хоть убейте, я не понимаю, какого он там делает на девятках до сих пор в этом восточном крыле. Что он там потерял? Может быть, это трофейное все барахло. А может быть, он там реально сидел и просто куковал все это время. Я вообще... Вроде бы там и не шумно, ничего не было, да, войны никакой не было, а вон оно как оказалось. Оказывается, засада там была. Ну да ладно, собираем РПК, сейчас все в кучу соберу, возьму магазины на 45 патронов и не буду где-то там лазить, ковыряться. Попробую сразу зайти в наглую и забрать все эти предметы, которые мне нужны. Сразу же в начале рейда. Берег 11. Страхуем и отправляемся. Попробую сразу в начале рейда залететь. Вот теперь мне нужен как раз спавн поближе к санаторию. Вот предыдущий, который был, мне вот в цвет был бы сейчас. Я бы через административку или напрямик куда-нибудь в восточку какую-нибудь залетел. Ну, посмотрим. Будем надеяться, что недалеко где-нибудь заспавнюсь. Заспавнился я у черта на рогах. Прекрасное далеко. Ну, что делать? Фиг его знает. Ну, пойдем все равно.
Я со стороны болот пойду, значит, в западное крыло. Вот тут мы и начнем свою войнушку. Никакого кипиша, вроде бы спокойный какой-то рейд. Ни взрывов, ничего такого я не слышал до сих пор. Сглазил, блин. Так, ладно, мне нужен 220 номер. Что эта дверь по 2 раза открывается? А что это за такое? Ого. Кто-то воюет там. Обратите внимание на прочность шлема. Он там чисто для устрашающего эффекта. Забыл починить шлем, что-то натянул в ужасе и поскакал. Хорошо бронежилет починил хотя бы. Хотя он, по-моему, уже чиненный был. Это железяки какие-то. Есть 219 комната, но можно заглянуть с балкона, перейти с 220. Так, это что касается генераторов. Теперь мне нужна комната 300. Какая там она? Не 300. Мне надо на восточную сторону теперь. Мне здесь в западке больше делать нечего. По большому счету. Теперь нужна 220-я восточки. Этот коридор мы выяснили с корешем, что с этой стороны плохо видно темники там. А оттуда с темников здесь все прекрасно вообще просматривается. Видно все. О! Такой же, как я. Типчик. Так, я попал по нему разок. Это хорошо. Эх, ё-моё, я-то думал, он где-то на другом этом самом. А как сюда, отсюда, туда-сюда? Ну как, да? Ё, красота. Это что у меня получается? А вон балкон, по-моему, открыт. Ну или на крайняк. Вниз. Ноги сломай. Ну, шины есть, таблетки есть. А он не пустит, да? Ладно, мы подготовим почву. Вот так вот. А он уже справа. Ого. Блин. И чё, давай через балкон попробуем. Нет? А чё так урон-то идет? А, он закрыт. Он закрыт, оказывается. О, я убил его! Вот как, оказывается, играть-то надо в Тарков. Надо неправильно играть. Что-то туда-сюда притормозил, там закрыто, вернулся, а он, оказывается... Не, на самом деле, пацаны, я его просто забайтил. Езжу, чтобы он вышел в коридор. Я просто нежданчиком выскочил. Давайте так сделаем. Ну ладно, я убил, я живой, он мертвый. Все, что еще надо? Как, чего, куда? Это уже отдельный разговор. Вот и шлем посвежее, и наушники, и автомат 101. В Пилигриме, я думал, тоже с диваном типчик.
О, это новая аптечка, видимо, да? Я ее еще не юзал. А фак. Ага, точно она. 400. Хорошая аптечка. Ее даже можно, знаешь, как этот брать? Я вот в резерве в подсумке таскаю и фак постоянно. А вот сейчас афак. Надо будет переходить на него. И неизвестно, правда, еще не в курсе, как он работает. Так же, как и фак, 50 только очков. Здоровье восстанавливает или... Как Салева, допустим. А, мне нужна 220-я комната, которая находится, скорее всего, в конце коридора, да? 218, 220. Чик, открыто. Вот они, генераторы. Есть. Квест «Путевка в санаторий», часть 4. Готов. Только он... Чтобы закрыть его, мне нужно выйти с локации. Судя по всему. Давай в 306 еще тогда заберу сразу же третий мотор там или контроллер. Что там? По ленд-лизу нужно. Никого больше не слышу. Ни стрельбы, ни топота, ни шороха. Так что все отлично пока. Что? Тут у нас ворон. Шморон. Вот он, ленд-лизовский предмет. Надо его вынести, и можно будет тоже сдать квест. Шибко задерживаться я здесь не буду. А вот этот ГОСТ палевный мочик вот так сделаем. Сейчас обязательно еще маяк надо будет залететь, поставить. И перед тем, как уйти отсюда, я проверю еще комнату, кабинет санитара. Может быть, у него там можно будет поживиться чем. Может, его не лутал он. Так и живем. 20-е уровни ходят с автоматами. 40-е, 50-е ходят с топорами. А мне нужно будет, наверное, до конца коридора. А потом на обратно можно вот так видеть. О, закрыто вроде. Он, походу, лутал, тут лазил. Какие открыты в те заходил, видать. Нет, тихо вроде. Это очень хорошо. 321... А, вот они, свечки тут светят, все нормально. 321 номер. Ставлю маяк. 30 секунд. Ставится маячок. И квест с сектой я тоже закрою. Давным-давно я брал этот квест, и очень много времени он у меня висит уже. 756 это же... А можно их, смотри, вот сюда. У меня же 101-й на натовских патронах. Все в хозяйстве пригодится. Круто. Секту точно закроем. Даже несмотря на то, что выйдем или не выйдем с локации, да? До сюда. Ну, вот так примерно. Так, все, по-хорошему, мне больше тут делать нечего. Единственное, по пути... Да, ключ у меня есть от санитара. От кабинета санитара. Вроде я все выполнил, что планировал. Чутка барахла сейчас подкинем. В рюкзачок. И пойду на выход. О,
О, ключом. Круто. Медицина. О, у меня рука подбитая немножко. Я что-то забыл совсем про руку. У нас тут не... А, нет, что-то светится. А что это такое? А, это шприц SJ, да, по-моему? Ну, теперь хоть... рояль вытаскивай с локации, да? Под таким-то стимулятором. Оба-на. Из раствора. Блин, нету нифига. Я надеялся что-нибудь найти, типа... Лидекс, конечно же. Ну и ладно. Не все готово, масленица. Медицина поднасобрал, то нормально. Так, по выходам у меня, по-моему, тоннель, да, был? А, нет, дорога на таможню. Ой, ёпресоте. Ну, посмотрим в первую очередь проход через скалы. Если проход через скалы работает, то можно будет там выйти. Если нет, то тогда направо. И вдоль забора. Не буду лутать уже административку. Не хочу, если честно, рисковать всеми этими квестовыми предметами. 36 минут. Времени еще предостаточно. Казалось бы. Но уж лучше я вынесу все это добро, чем потом опять мне отправляться в санаторий, ходить в западное и восточное крыло по нескольким этажам. В одного мне сложновато это все дается. Да, все-таки, знаете, сказывается то, что несколько дней не играешь, вообще не подходил к компу. То в гостях был, не было дома, то... Ага, там трупец валяется. Нормально, нормально. А, блин, выход-то и не работает. Но самое страшное, что чего ты боишься, это смерть. Оно уже произошло, и когда тебя разок-другой подстрелили, уже как-то посмелее действуешь. Ладно, пошли на выход, хорош болтать. А вот и КПП. Все, я дома. Ой, дикий тут. Тихо. Я уже думал, не достреляю его. Ёпресоте. Фу, сложновато на ходу, конечно, стреляется. Скиал он такой. Вроде есть, а вроде и нет. Но ничего, вынести тоже есть что. Не с пустыми руками, так сказать, вернусь домой. Сейчас еще тут. Чего ты, чего? С чего стрелял? О, ушанку заберем. Скоро мне эта ушанка капец как нужна будет. Скоро будет
очень противный квест с убийством этих ЧВК в шапке-ушанке. И это будет просто вообще кровопийца, а не квест. Ну все, я готов идти домой. Хороший рейд получился. Хороший рейд. Сейчас закрою кучу квестов. Надо же, я думал, мне, больше времени понадобится. Неплохо. За 21 минуту одного юсейка, 2 диких подстрелил. И главное, что не за ними я ходил, а сделал свои дела, которые запланировал. Это круто. Вот, пожалуйста, каратель, часть 4. Разгрузки дикого у меня не было, а 2 ЧВК, с которыми я встретился и удалось убить. Это все здорово, все сюда засчитывается. Так что квест-каратель потихонечку тоже делается параллельно. Ленд-лиз наконец-то могу сдать этот квест. Давным-давно уже должен был я его сдать, но только сейчас добрались до него. Путевка в санаторий, часть 4. Закрываем квест, и он мне должен будет сейчас пачку целую квестов выдать. Уже вон ленд-лиз 2 есть. Секта, часть 2 тоже разобрался. Все локации, везде все меченки пометили. Все отлично. Ленд-лиз, часть 2. Мне нужно, оказывается, сдать тут железяки, которые я варил до этого в убежище. Я готовился уже к этому квесту, поэтому я еще один квест, Ленд-лиз, часть 2, сдаю мгновенно тут же. О, я даже один лишний сварил, получается. Ну и ладно. Путевка в санаторий, часть 5. Найти ключ от закрытых помещений. А, ну это легкий квест. Это просто прогулочка будет. Он у меня попутно будет выполнен. Миротворческая миссия. Большой квест, который такой неоднозначный. Но мне лично, как ПВЕшнику, он вообще по душе. Мне нужно будет в М4, с М4, точнее, оружием, в шлеме и бронике синем юнтаровском. Просто пройтись по 4 локациям и убить 12 диких. Это хорошо. Так что в следующем выпуске я как раз этим квестом займусь. Будет разнообразие. По оружию с МК я никогда не играл. Попробую что-нибудь состряпать из нее более-менее эргономичное. И будем ходить, ботов искать. Это мне нравится. Я люблю ботов стрелять. ЧВК не получается, хоть ботов. На сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Хороших, интересных вам рейдов. До следующего выпуска. До свидания.